Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, в одном из предыдущих выпусков я рассказывала про географическую прокламацию 10143, на которую ссылаются страны Шенгенской зоны и других регионов, попадающих под действие прокламации. Несмотря на то, что в прокламации речь идет только про невозможность въезда в США из этих стран до конца ее действия или до прохождения 14-дневного карантина в стране, которая под прокламацию не попадает, посольства США во многих странах отказываются начинать назначать собеседования. Более подробно вы можете ознакомиться с этой информацией, а также с возможными способами решения этой ситуации в нашем другом видео. Ссылку оставлю тут и в описании под этим видео. Так вот, жители стран, входящих в Шенгенскую зону, а также те победители лотереи Green Card, чьи собеседования должны проходить в этих странах, несмотря на то, что уже прошло 2 недели с отмены прокламации 10014, до сих пор не начали получать приглашения на собеседование. И как я говорила в другом видео, одним из вариантов решения, если проблема не решится сама по себе в ближайшее время, будут новые судебные иски от иммиграционных адвокатов. Сразу скажу, это не реклама, и я никого не призываю и не агитирую вступать в иски. Более того, лично мы в этот иск не вступаем, так как наш случай для этого не подходит. Я просто, как и обещала, делюсь информацией, которую мы нашли. А окончательное решение вступать или не вступать в иск принимаете только вы. От себя добавлю, что за деятельностью некоторых иммиграционных адвокатов и за судебными разбирательствами, которые они ведут, мы следим уже около 5 месяцев, а также перекопали тонны информации и точно понимаем, что многие из победителей прошлой лотереи DV 2020 смогли получить визы в сентябре 2020 года, несмотря на пандемию и прокламацию запрет, только благодаря тому, что вступили в иск, и адвокаты выиграли эти дела. Конечно, визы тогда получить успели не все, но суды идут и до сих пор, и все еще есть шанс, что визы получат и остальные, несмотря на правила лотереи по выдаче виз лишь до конца финансового года. Один из иммиграционных адвокатов, Кертис Моррисон, в своем телеграм-канале и на сайте несколько дней назад сообщил, что он и его команда готовят новый судебный иск для пострадавших от прокламации 10143, которая более известна как Шенгенский бан. Вступить может каждый желающий, который попадает под определенные критерии. На сайте Моррисона, ссылку на который я оставлю в описании, вы сможете ознакомиться с требованиями на английском языке, а в этом видео я быстро расскажу о них на русском. Итак, чтобы вступить именно в этот коллективный иск, и адвокат отстаивал ваше право на проведение собеседования и получение визы в суде, вам необходимо соответствовать следующим требованиям. Первое. Вы должны быть победителем именно DV 2021. Второе. Вы должны проживать или проходить собеседование в Шенгенской зоне, Великобритании, Ирландии, Южной Африке, Бразилии, Китае и других странах, попадающих под действие прокламации 10143. Подчеркну, не обязательно быть гражданином этих стран. Возможно, вы просто должны проходить собеседование в одной из этих стран, как, например, граждане Беларуси, интервью которых проходить будет не в Беларуси, а в Польше. Третье требование. На момент вступления в судебный иск у вас уже должна быть отправлена форма DS-260 в консульский центр в Кентукки. И последнее требование. Ваш номер кейса должен попадать в визовый бюллетень. На данный момент это все номера ниже 12 тысяч. О том, где смотреть визовые бюллетени, я уже рассказывала в других видео, но для удобства ссылку на источник оставлю в описании под этим видео. Если ваш номер кейса немного больше 12 тысяч, можно подождать выход нового бюллетеня, и, возможно, вы также сможете вступить в иск немного позже, если набор не будет закрыт. Стоимость вступления уже известна, и она составляет $3000 на семью, независимо от количества заявителей. Это значит, что если вы планируете получать визу на одного человека, стоимость будет $3000. Если вместе с вами визу планируют получать, например, еще четверо детей, стоимость вступления в иск для вас также будет равна $3000. Оплата будет производиться двумя частями. Для вступления в иск и подписания договора вы оплачиваете $1000. Остальные 2000 вы оплачиваете только тогда, когда въедете в США. Таким образом, если адвокатам не удастся добиться отмены бана и назначения собеседования для своих истцов, и визу в США вы не получите, вы потратите только $1000, которую они вернут. Но если вы все-таки въедете в США, независимо от того, благодаря тому, что вы вступили в иск и адвокаты добились проведения собеседований, или правительство США отменит прокламацию 10143 самостоятельно, вы будете обязаны доплатить $2000, когда попадете в США. Как я уже сказала, решать, вступать или не вступать в иск только вам. Мы прекрасно понимаем, что $1000 и тем более 3000 для многих из вас могут быть довольно большой суммой.
Но с учетом опыта прошлогодней лотереи, где люди благодаря таким судебным искам добились получения виз, на мой взгляд, это не очень большая сумма, если она поможет осуществить мечту и переехать в США, где работая даже на самой низкоквалифицированной работе, такую сумму можно заработать за 1-2 месяца. Лично мы бы точно вступили в иск, но мы живем в Украине, и посольство США в Киеве уже и так потихоньку назначают собеседования. А кроме того, наш номер кейса еще не находится в бюллетене, и ждать нам, скорее всего, еще долго. И еще попрошу вас, если вы все еще в раздумьях и не знаете, будете вступать в иск или нет, и тем более, если вы не подходите под вышеозвученные критерии, пожалуйста, не надо писать адвокату кучу вопросов в личное сообщение. Ознакомьтесь со всей информацией, которую предоставила я, и которую вы найдете на сайте, и только после того, как точно решите, пишите ему. Как я и говорила в начале, это не рекламный ролик, и я не хочу, чтобы вместо простого желания помочь тем, кто ищет информацию, это превратилось в спам с кучей вопросов адвокату, у которого и так очень много работы. Спасибо за понимание. На сегодня все, друзья. Я, как и раньше, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.